Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события июня. События будущего. И я вас хочу поблагодарить за ваши добрые и искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации и за вашу поддержку. Июнь– первый месяц лета. И доброе небо июня требует от нас терпения в первую очередь. Хорошо пробовать что-то новое, примерять именно на себя. Через опыт где-то мы познаем новые варианты, чем мы можем заниматься, или, как мы видим, какое-то продолжение той или иной ситуации. Научиться смотреть далеко вперед, изменить где-то образ мышления, или, может быть, на что-то и решиться. В июне противопоказано волноваться. Особенно волноваться по пустякам, по какой-то сущей ерунде. Не додумывать самому себе то, что в принципе не может быть. Или строить вокруг себя заборы, невидимые какие-то стены. Не лишайте себя радости. Отпускайте то, что вас раздражает. Или может раздражать, не нравится. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры до конца 2025 года. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но больше адаптации от нас еще в дальнейшем потребуется в 2026 году, потому что если 25-й год змеи, а 26-й это год огненной лошади. Здесь и как в темп может меняться, буквально переходя на какой-то галоп. Так может быть еще и связан с самой разной информацией, и нам нужно научиться с ней правильно работать, правильно оценивать. Ладно, идем вперед. События ближайшего будущего. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, смотрите, читайте. Что же прояснится для вас, мои дорогие весы? Чего это будет касаться? Какой там вопрос? Никогда не знаешь, что выпадет. Маленькие карты с рандомным значением. Ну, конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад – это как один из тысячи альтернативных вариантов. Но иногда послушать стоит, потому что мы хорошо расслабляемся. Мы думаем каждый о своем, кстати. Вот смотрите, у вас какое-то есть ожидание. Вот, может быть, продумать какое-то ожидание. Может быть, и вы сами прежде были одни планы, а тут вы что-то корректируете и понимаете, что надо закончить это ожидание. Но мысли пустить в другое какое-то более рациональное русло, это вот так к слову. Может быть, и вам необходима какая-то перерокировка, как будто не должно быть ошибки. Я такое могу допустить. Давайте пойдем дальше, что нам еще скажут. Может быть, это и вы ждете, когда кто-то приедет, да, или кто-то откликнется. И у вас выпадает еще ангел. Это как, может быть, в лице конкретного человека, который вам помогает что-то осуществить. Или оказывает какую-то поддержку, содействие. Может быть, какие-то контакты у вас на паузе, да, с таким человеком. Но все-таки, когда выпадает это значение, словно ангелы нам помогают. И, кстати, это может быть развитие какой-то ситуации, которая вот неспешная, да, и вполне вероятно, это будет как подсказка нам, как по судьбе. Именно пройти вот такими шагами. Поэтому себя не тормошите. Тут действительно высшие силы для вас, может быть, желают раскрыть какую-то более богатую палитру. Но это больше касается какой-то конкретики. Если есть, да, как, допустим, вы ждете подготовки документа, вы бы хотели или ждете что-то по согласованиям каким-то, да, и уже вы документы подали, да, а есть регламент, и тут мы ничего не можем ускорить. Может быть, какие-то альтернативные варианты вы будете для себя просчитывать, и этого я тоже не исключаю. Но все-таки у вас есть, я больше вижу, тут человек, который точно вам помогает. Может быть, это и не единственный, но кольцо – это прочный союз. И ангел – это как прочный союз с высшими силами. Слушайте свою интуицию или прочный союз вот с тем чем-то, то, что
вас приглашает пройти вот той дорогой судьбы или теми возможностями, которые в данный период времени у вас есть, оттолкнуться от того, что вы имеете, и каким-то образом это развить. Не ожидая там манны с неба, а именно с чем-то и разобраться. У вас доброе время, добрая энергия. Либо вы кому-то в гости будете собираться, либо к вам могут гости приехать. Бокал говорит об этом. И вот смотрите, спокойное течение жизни, прочный союз. И правда ведь, все-таки мы смотрим, это у нас лето, июнь, и кто-то из вас просто отдыхает. Вот так вот неспешно и отдыхает, и обдумывает, строит планы на будущее, с чем это будет связано, или что вы там хотите осуществить. А ведь правда какая-то дорога, как и к вам, так и ваша. Но может быть с задержками, или документы не готовы, да, вот вы ждете, или вы определяетесь, но как будто по судьбе вам куда-то либо отправиться, может быть и далеко, а может быть и поближе, или какому-то человеку приехать к вам. Я такого тоже не исключаю. Смотрим, что у вас еще совпало. И в нашем пасьянсе мы можем сложить те ряды, которые по краям, как по вертикали, так и по горизонтали. И у вас исполнение желаний. Корабль. Один из символов Меркурия. И это работа, правильная работа с информацией. И еще, конечно же, поездки. Или вообще перемены, вы как на пороге перемен. Вот, знаете, тут может и информация какая-то прийти. Для вас будет важно правильно работать с информацией. Не сказать чему-то быстро нет, а вот наоборот – найти достоверную или дополнительную информацию, может быть, убедиться, но не отказаться, потому что для вас это может, как знаете, какой-то первый шаг или первая возможность, а в последующем совершенно изменится ваше качество жизни. Не отказывайтесь, пусть это будет даже ваша идея, ваш личный инсайт, или у вас все-таки исполняется какое-то желание, и это тоже может символизировать не желание ради желания, когда мы успокаиваемся. Нет, надо переложить это на будущее. Мы говорим, что волноваться в июне противопоказано, а вот научиться смотреть далеко вперед, это будет полезно. Может быть, вот это желание или какой-то ну, удачный момент, или когда вы осуществляете, может быть, ту тему, тот вопрос решаете, к которому вы шли, куда потратили уже свои усилия. И тогда вам, словно высшие силы, ангелы говорят: а ты подумай, как это развить, или как это переложить на будущее, как это тебе будет помогать. Вот будьте внимательны, мои дорогие, тут ничто не происходит просто так. Тут не случайные случайности тоже у вас могут быть в июне. И пока я с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу я совпадения. А нет, вижу. Тут какая-то уверенная дорога, смотрите, если крайние ряды, якорь. И все то, что я говорила, как еще подтверждает в достоверности моих слов. Самое главное не застрять в каких-то далеких размышлениях или не застрять в ожидании. Оно все равно должно быть закончено. То есть если это регламент, тогда мы это воспринимаем спокойно. Но, может быть, просчитать-то то, что нужно, но сказать, что мы ждем, что за нас кто-то решит вопрос или кто-то за нас что-либо сделает. Мои дорогие весы, время скорее важных решений, это точно. Для вас июнь, но в добрых энергиях, когда сами высшие силы вам помогают. Так что же прояснится? Что прояснится для вас? Вторая карта – неожиданности. Добрые события. Что вас приятно удивит, что вас будет радовать. И к чему это все идет? Вот для чего все это было нужно? Зачем нужно было пройти вот этими дорогами, путями? Или для чего развилась какая-то ситуация? И давайте посмотрим по основным сферам жизни, вот с этой конфигурацией карт, по сферам жизни, какие энергии вас сопровождают. И это у нас дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Или домашние, может быть, какие-то там тоже дела, энергия денег, финансы.
Личная жизнь. Итак, что ж там у вас проясняется? Это карта прошлого, кстати, тройка мечей. Но это то прошлое, которое вам принесло боль. Это то прошлое, которое вас больно ранило. Может быть, человек поступил как-то совершенно неподобающим образом. Может быть, и предательство. Меня люди смотрят из разных стран. Может быть, уход человека, буквально из жизни. Я такое тоже допускаю. Но это не теперь. Это именно было когда-то. И не случайно же сердечко. Мне очень нравится, как тройку мечей изобразили именно вот на этой карте, в этой колоде. Часто приходится долго объяснять, когда мы видим просто 3 меча и больше ничего. И попробуй разбери. А здесь нам понятно, что уже теперь сердце не болит. Почему? А потому что вот эти раны, они пронзили это сердце. Ну вот оно заштопанное. Но шрамы остались. Шрамы останутся вам как напоминание, может быть, еще раз не согласиться на что-то, или для того, чтобы активизировать свое внимание, или допускать, что не все то золото, что блестит, или все наши намерения, даже пусть это благородные намерения, они не могут быть таковыми, если мы о ком-то, к примеру, заботимся или доверяем. Это не есть гарантия, что наша искренность, наша любовь, наша дружба в тех же самых энергиях в наш адрес будет как откликаться. То есть есть все равно вот эти нити, как связь с прошлым, мои дорогие весы, и это будет все равно держать. Но это вам для чего? Опять же, чтобы, может быть, как проясниться, если мы спросили, у вас действительно какая-то ситуация потому, что вас разочаровало, или, может быть, по конкретному человеку, может быть, по какому-то ожиданию она у вас проясняется. И знаете, вот эта карта здорового равнодушия. Мы выздоравливаем благодаря здоровому равнодушию, потому что нас теперь это не ранит. Это ранило прежде, но теперь мы точно знаем, куда мы не пойдем. Мы теперь точно знаем, что в некоторых вопросах мы доверяться не будем. Мы сами себя учимся беречь, мои дорогие. Поэтому, если прояснится, вы правда тут какую-то истину можете узнать либо о человеке, или перед вами что-то открывается, но зацепить эмоционально вас невозможно, потому что его величество опыт. Вот зачем это было нужно? Карта где-то говорит о том, что ты еще не раз с подобными ситуациями столкнешься. Люди тебя будут пытаться уводить от какой-то истины или от какой-то правды, но ты теперь уже мудрый воин, и вот эти шишки ты не набьешь. Это точно. Какое-то доверие в вас, мои дорогие весы, заканчивается окончательно. И это приходит еще одновременно с прояснением по тому вопросу, который вас больно ранил. Да, где-то вот эти шрамы могут ныть, но само сердце не болит. Шрамы могут ныть, когда вот это в виде здорового равнодушия мы понимаем. Маска, я тебя знаю, да? Если кто-то пытается эти маски одеть, а мы уже, да мы видим насквозь человека. Или предвидим, как могут развиваться какие-то события или какая-то ситуация. Вот прежний опыт нас сделал сильнее, и по нему какие-то прояснения. У кого-то личная жизнь напрямую, но я могу предположить любая сфера жизни. В неожиданностях, а вот нет для вас неожиданности. Тут разве что ожидание какое-то по документам, и все. По девятке жезлов это карта великой мощи в герметической колоде Таро. Я всегда об этом говорю. Не сами где-то не торопитесь. Вы словно сделали все, что могли. Ваше время наблюдайте. И постепенно мы из-за этого забора выходим. Я тоже говорила, не строить заборы, не строить какие-то крепости вокруг себя невидимые. Это будет важно. Тут наоборот, словно какую-то нужно дистанцию, как будто расширить вот эти прутья забора. И так аккуратненько попробовать выйти. Но аккуратненько, мои дорогие. Прежний опыт нам говорит о том, что мы были бдительны, внимательны. Все подмечали, кто что говорит, что вокруг происходит. Сохраняли собственную силу. Для чего эта сила? Потому что впереди новые свершения. Но какой-то прежней истории вы уже сделали все, что могли. Вам отсюда только вперед. Это правда. Вам нужно эту силу как-то правильно просчитать, и в неожиданностях здесь как таковых неожиданностей нет. И я тут больше вижу, что вы
решитесь, мои дорогие весы, как раз из этого периода ограничений, словно из-за забора, в который вы себя могли сами поместить, потому что прежняя ситуация была более чем деструктивная и ранящая. И вот теперь ваш выход на авансцену, но очень аккуратно, не с помпой, а так вот, искусство мелких шагов, в неожиданностях. Вы, вот говорят, стрелянный воробей, ну вот это где-то приблизительно о чем нам говорит карта. Но вы все равно набираете темп. Вот что вас будет радовать? Добрые события. Что вас приятно удивит? Вы набираете действительно жизненный темп. И рыцарь жезлов, обратите внимание, девушка нам показана, она радостная. Ей нравится, что какой-то застой, да елки-палки, закончился наконец. Или по мне, так любой драйв лучше, чем болото. Вот что-то подобное передает карта. Но драйв, будь готов к неожиданностям. Вот нам об этом тоже карта. И правда, вам придется, возможно, быстро куда-то собраться, отправиться, изменить, скорректировать собственные планы, чего-то вы не сможете отложить на потом. И вам будет нравиться, как и темп жизни. Вот эта сила будет применена как-то в правильном направлении, но еще и, к примеру, по документам какие-то возможности, может быть, по части каких-то встреч, важных согласований. Все же жезлы, дела, работа, бизнес и где-то деньги, откуда к нам приходят. И вот все, что с этими областями связано, у вас полный драйв. Но вам это нравится, это добрая энергия. Ну и не забудьте о скорости. Это, кстати, к вам может такой визитер приехать, или вы кому-то засобираться, или вы будете согласовывать. А кто-то из вас, кто знает, может быть, задумается о переезде куда-то далеко. И, кстати, планетарные транзиты на вторую половину года, они у вас тоже как одобряют ваши разные перемещения. Но будьте готовы к неожиданностям. Вот этот опыт вас бережет. Давайте мы узнаем, к чему же это все идет. Вот тебе раз, император. Ну, может быть, вы столкнетесь с таким человеком, императором, несговорчивым. Часто говорю фразу по императору. Есть два мнения, мое и неправильное. И, может быть, подобный император вот был виновником сложившейся какой-то ситуации, когда вы на кого-то надеялись, а человек на своей волне. И он же, ты ему ничего не докажешь, он же прав. Вот. Хотя это не для всех, мои дорогие, но явно к чему все идет. Это ведь карта статуса. Это вы где-то приготовьтесь к тому, что вам придется словно взять ответственность за свою жизнь или задуматься о чем-то более глобальном, потому что вам придется принимать важные жизненные решения в июне. Это могут быть связаны как и с переездом или по работе, смена статуса, построение карьеры, так и где-то планы на будущее. Все же эта карта нам говорит. Но также к чему все идет. Тут, знаете, еще такой момент, когда вам, скорее всего, придется обращаться в какие-то инстанции, взаимодействовать с людьми, дабы прояснить для себя какой-то вопрос, оформить точно какие-то документы, либо это к чиновникам, которые знают порядок оформления документов, но самые разные организации, учреждения. Иногда по этой карте мы учимся, правда? И вы можете учиться, получая какие-то необходимые знания в зависимости от тех планов, от того драйва, который у вас раскрывает свою палитру и возможности. Но это вас ведет тоже к смене статуса. Единственная карта дает совет: не иди в противодействие против системы, против власти, наоборот, адаптируйся. А если ты собираешься куда-то переехать, наведи справки, подготовься буквально, узнай, какой менталитет в этом обществе. Тут мы не идем против правил, регулировок, против традиций даже, да, если мы говорим про менталитет. И все делаем по закону. Значит, как сделать любое дело или осуществить, и неважно, какой сферы это касается. Может быть, это ваше творчество или ваш бизнес, работа, личная жизнь. Здесь, мои дорогие весы, вам буквально помогает, когда вы все оформляете документально. Тогда где-то и закон вас будет беречь. Но вы можете еще и столкнуться с такими людьми, как влиятельные люди, сильные мира сего, вот такие императоры. Вы можете и новость подобную получить от какого-то императора. У кого-то ведь вот эта тройка мечей, да, прежний вот опыт, который ранил, или какой-то вопрос у вас никак не решался, и вы уже махнули на это рукой, а у вас здесь вдруг это проясняется, и приходит, к примеру, известие: изменился закон. Вот у кого-то даже так. Изменились какие-то положения в нашем меняющемся мире.
сам по себе сплошной драйв. И такое я тоже не исключаю. Вот к чему все идет. Но для вас это новые перспективы. Дела, работа, бизнес, королева жезлов. Это та, которая прошла уже какой-то опыт, путь и ошибок. Мои дорогие девочки, карта может говорить и о вас, словно вы магнит для противоположного пола. Но для кого-то это проиграется, для кого-то, может быть, и из мужчин, и из женщины, с которой хочется продолжать отношения, а вы на расстоянии, к примеру, да, или вы что-то хотите организовать, может быть, совместную поездку, такое тоже допускаю, к примеру. Пусть это по личной жизни, все же июнь, месяц отдыха, и вы будете готовить документы, чтобы вместе побыть. Вот я тоже такое могу предположить. Но все же, эта карта нам говорит о правильной работе с информацией и об умении молчать. По преданию, королеву жезлов жизнь ставила многократно на колени, словно. Какой-то его величество, дежавю, опыт она проходила не единожды. Но вот теперь она сделала правильные выводы. Теперь она правильно оценивает информацию и правильно распоряжается деньгами. Это карта сильного человека, это карта мудрого человека. Но это огненная энергия. Это вот именно огонь в нашей душе, когда и сил у нас достаточно, и желание жить, менять жизнь, увидеть мир, что-то для себя совершенно в другом качестве осуществить, чтобы быть счастливым или счастливой. Поэтому тут новые возможности у вас открываются как и по вашей работе, как и по вашему творчеству, бизнесу, или возможности, даже если вы оформляете какие-то документы. Это правда. Но молчание. И черный кот. В основном в классических колодах всегда черный кот. Это о чем? А вот то, что она умеет хранить тайны, королева жезлов, как и свои секреты, так и чужие тайны. И если она не захочет, она никому не будет рассказывать. Более того, она поняла за счет опыта, проб и ошибок, что счастье и удача любят тишину, а информацию нужно многократно проверить, после этого просчитать и действовать. Вот в каких-то таких энергиях можете быть вы, мои дорогие весы. В деньгах, тут правда, по рыцарю мечей тут нельзя ни в коем случае просчитаться. Может быть, деньги нужны на переезд, на согласование, на какие-то документы. Мы ищем правду, истину, мы уже с вами это говорили. И про информацию тоже. И мы ее находим. Как, к примеру, поступить для того, чтобы решить какой-то вопрос или получить документ. Если вы принадлежите к руководящему составу, то вы можете столкнуться с человеком как проверяющий. Иногда это тоже проигрывается, потому что это как бунтарь без причины, пусть не в этой колоде, но смысл такой в одной из колод Таро все же есть, поэтому пусть это для одного-двух, но важно услышать. И тогда примите во внимание, что человек, люди, да, как проверяющие обычно к нам приходят или вызывают нас, может быть, к примеру, в налоговую какую-то, да, вот такое я тоже не исключаю. Мы туда приходим, и там, зачастую, словно в контрах, да, или настроены каких-то предубеждениях люди пребывают. А у вас есть возможность даже то, что начинается с минусом, себе обернуть в плюс. Но мы все-таки давайте будем реалистами, мы смотрим это на деньги. И правда, для кого-то из вас либо много перемещений, либо это вы собираетесь куда-то переместиться, или, может быть, это касается работы, заработков, когда вы хотите работать из любой точки мира. Но вот какая-то реструктуризация идет, и вам деньги для этого будут необходимы. Вам что-то придется просчитывать и быть честным самим собой. Личная жизнь, тоже какая-то перезагрузка, паш пентаклей, изучение чего-то нового. Кстати, если вы сейчас один или одна, начав что-то новое, отправившись на курсы, может быть, изучение иностранных языков, у кого-то я такое тоже допускаю, вы можете познакомиться с человеком. Может быть, уже в вашей видимости есть персона, которая даже моложе вас, но даже для тех, кто в паре, всегда перезагрузка. Но папажу Пентакли это тот, который никуда не торопится, он готов учиться. Но вот вскользь, почему я привела этот пример, что даже обучение позволяет вам расширить возможности, горизонт ваших контактов, и вам это тоже где-то помогает. Но это рациональная карта, когда мы
вдумчиво уделяем внимание деталям, когда мы не торопимся, мы не бежим в отношениях впереди паровоза, потому что есть какая-то данность, есть какая-то конкретика. И деньги, мои дорогие, может быть, даже через личную жизнь, какие-то некоторые вопросы, которые у вас проигрываются в вашей жизни через финансы. Или построение, может быть, совместного бизнеса, или какой-то совместный план. Да, перезагрузка может быть, но тут не все однозначно. Все-таки есть то, что следует изучить. А для кого-то из вас, если вы человек семейный, свидетельства или какие-то сообщения от ваших детей, может быть, у детей, даже взрослых, принимают они решения, и они вам об этом скажут, и вы тоже что-то будете обдумывать, продумывать. Но есть смысл что-то, опять же, как изучить, потому что вы словно переворачиваете свою страницу той истории, которая была написана прежде, и вам предстоит на чистом листе написать новую главу собственной жизни, собственного счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.